Иногда крутые компоненты добавляют к игре плюс 50 к играбельности, а то и плюс 100 бывает. Давайте посмотрим на сегодняшнюю. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geek Media, на столе у меня сегодня Excalibur, и это игра, которая прямо начиная с коробки, которая многослойная и красивая, с железным мечиком прямо на крышечке, доставляет много эстетического удовольствия, особенно в делюкс варианте. А так, по факту, это очень простая игра, механику которой можно определить всего лишь как игра в горячую картошку, и даже на русском языке уже когда-то выходила игра «Не ранее мыло», которая построена на той же самой механике, но здесь у вас нужно не только, скажем так, избавиться от той самой горячей картошки, которая является проклятым мечом, но еще и постараться получить Excalibur себе, для того, чтобы стать королем. Итак, в этой игре мы будем вытягивать такие вот красивые чипы с игрового поля, загадывать тот, который мы хотим разыграть в этом раунде, потом одновременно вскрывать и разыгрывать в порядке хода игрока, если никто не разыграет специальный чип, который играется вне очереди. Играем мы до тех пор, пока у нас не освободится либо одна при малом количестве игроков зона, или при большом количестве игроков две зоны, и тогда мы определяем, кто победитель. Все вскрывают, и мы смотрим, у кого мечик хороший, у кого мечик плохой, кто победил и кто проиграл. Играть можно от 2 до 8 игроков, но, на мой взгляд, идеальный состав 4-5 человек. В нем хаоса не так много, и при этом игра не превращается в «постарайся угадать, какой чип вытянуть вашего оппонента». Так что давайте разбираться, как играть в Excalibur. Итак, в начале игры игрок с короной берет два чипика, это Excalibur и проклятый меч, замешивает их с другими чипсиками так, чтобы их было ровное количество по игрокам, и раздает всем по одному. Игроки добирают себе еще по 3 чипа для того, чтобы у них было 4, и каждый игрок смотрит в свою руку, что ему досталось. Вот смотрите, мне вот Excalibur не достался. Чипы в игре есть абсолютно разные, и мы будем каждый ход вот так вот выкладывать по одному чипу в закрытую, для того, чтобы его разыграть. Разыгрывать меч нельзя, поэтому каждый игрок будет играть какую-то чипсинку себе с специальной способностью. Вот эти вот фишечки пластиковые, они, кстати, если посмотреть, они объемные. Очень красивые. Художник игры — это тот художник, который иллюстрировал Wonderland War, и тот, который иллюстрировал Трон Кубов. Так вот, каждый персонаж в игре, по ним есть специальная памятка, обладает уникальными свойствами. Но есть момент в том, что некоторых персонажей по одному, особенно те, которые прям с очень уникальными способностями, а некоторых персонажей по несколько. И, например, те персонажи, которые позволяют вам, например, украсть у двух оппонентов по одной чипсинке, а потом отдать им обратно по другой, их может быть в игре несколько. Или те персонажи, которые говорят вам: возьмите отсюда 2 чипсинки, посмотрите их, выберите себе одну сбросьте. Тоже их может быть несколько. А вот персонажи типа, например, там, Черного рыцаря или Девы озера обладают абсолютно уникальными способностями. Как же у нас будет происходить игра? Перед тем, как вам рассказать про вот эти вот уникальные чипсы, я расскажу вам про то, как будет происходить игра. Итак, мы все загадали по одной фишке, после этого мы их одновременно вскрываем. И начиная с первого игрока, начинаем разыгрывать их способности. И вот, например, мой купец говорит: потяни 2 фишечки или укради 2 фишечки, а затем верни одну. И я, например, знаю, что кому-то из этих игроков ушел меч. И я понимаю, что он остался у них в 3 тех фишках, которые у них лежат. Поэтому я давайте вот у этого товарища украду 2 фишки и одну ему верну. И смотрите, у него выпал король Артур, как раз тоже уникальная фишка, которая говорит, что все игроки выкладывают мечи, а потом, соответственно, он выбирает один из них себе в закрытую и забирает. Но я, конечно же, украду у него Excalibur. Хотя зачем? Я украду у него короля Артура. Объясню для чего. Я дам ему Excalibur. Далее этот игрок играет крестьянку. Крестьянка говорит: возьми одну с игрового поля или укради одну, а затем верни одну. И она понимает, что типа меч она не знает у кого вообще, тем более после того, как мы поменялись. Поэтому она одну фишечку забирает отсюда и одну возвращает оттуда, которая была не нужна, например, другую крестьянку. Этот товарищ играет зеленого рыцаря. Зеленый рыцарь говорит: заберите все мечи. И все игроки, у которых есть мечи, должны отдать мечи этому зеленому рыцарю, были бы. Ну, допустим, он сыграл какую-то другую фишку для того, чтобы вам показать, как игра работает, будет лучше. А этот говорит: потяните 2 или украдите 2. И после этого поместите 2 в валон. Он берет вот эти 2, а вот эти 2 обратно складывает в валон, посмотрев, конечно же, сами фишки. Эти фишки, которые были, уходят из игры. А что происходит в следующем ходу? Во-первых, игроки добирают себе по фишечке. И мы начинаем разыгрывать новый. Ход переходит к следующему игроку и так далее. И я, конечно, в этот ход захочу разыграть себе короля Артура. По одной простой причине, что после того, как ход дойдет до меня, я скажу, типа: ребята, выложите свои все мечи на стол. А кроме этих 2 мечей, Excalibur и проклятого меча, еще есть меч
оруженосца. Вот он такой вот лежит вот здесь вот. И как бы мне могли протянуть максимум 3 меча. Но я знаю, что меч Экскалибур находится у этого игрока. И поэтому я выберу тот, который он протягивает мне. А остальные я от них откажусь. И тем самым разыграл классно короля Артура. И фактически как бы здесь, если вы Экскалибурчик-то увидели, или понимаете, где он находится, у вас есть достаточно много возможностей этот Экскалибур у оппонента выудить. Или, по крайней мере, теоретически следить за тем, куда он пошел. Конечно же, когда вы играете в большом количестве игроков, из этого может происходить хаос, потому что до того, как дойдет до вас ход, меч Экскалибур может поменять 3 раза хозяина, а еще и как бы хозяин меча бывший может оказаться с мечом проклятым, и вы вместо того, чтобы взять себе Экскалибур, проклятый меч возьмете. Но, как бы, тем не менее, возможностей достаточно много для того, чтобы посчитать и понять, что у кого есть. Это в целом игра, которая происходит не только на столе, но еще и над столом. Вы следите за остальными игроками, пытаетесь догадаться, у кого из них есть что и кто из них что будет играть. При этом еще есть некоторые фишки, которые разыгрываются до того, как сыграли все. И вот, например, есть у нас фишка такая вот. Черный рыцарь, он говорит, что как только вскрылись, он подбрасывает 2 раза свою фишечку вот эту вот, и при успешном броске он забирает разыгранные чипы себе, как бы, ну, нормально. Если вы думаете, что все здесь можно посчитать, то игра не была такая веселая, если бы не было специальных вот этих вот фишек с уникальными возможностями. Например, Леди Озеро говорит о том, что все игроки взяли и поменялись руками в левом направлении. То есть мои вот эти все штучки с тем самым мечом, который себе еле только что забрал и наскреб, поехали бы налево, а мне приехали бы вот эти с тем же самым, может быть, проклятым мечом. Моргана говорит, ты можешь потянуть 2 фишки и разыграть сразу одну из них. При этом это очень выгодно, особенно если вы ходите последним, вы посмотрели, что у кого произошло, и, сыграв Моргану, можете выбрать из 2 фишек ту, которая вам будет выгоднее. Робин из Роксли. Это такая отсылочка к Робину из Локсли, но только фирма, которая делает игру, называется Роксли, поэтому это Робин из Роксли, и это она. Она говорит нам о том, что можно украсть по одной фишке, ну, прям по очереди красть по одной фишке откуда угодно у ваших оппонентов, до тех пор, пока у вас не будет 7. И, в принципе, можно полностью выгрести у одного из игроков его фишечки, зная, что у него находится мечик. Ланселот говорит о том, что все игроки, которые только что выложили фишечку, подбрасывают ее вот так вот, и если она упала не лицом вверх, то эти фишки просто уходят как бы из игры сразу, не разыгрываясь. Классно играть, когда вы играете первым. Король-рыбак. Он просто вообще, это уникальная фишка, он откладывается вот сюда вот так вот, и каждый раз, когда у вас пытаются украсть, вы можете подбрасывать его для того, чтобы не дать вам украсть то, что у вас хотели бы украсть. Ну и Мерлин. Мерлин говорит, заберите все мечи, а потом каждый из игроков, который вам отдал меч, крадет у вас по одной фишечке. Тем самым вы постепенно будете выводить фишки из игры до тех пор, пока у вас не останется пустого места. При этом, если хотя бы одна зона Авалона опустеет, и вы играете менее чем в 6, то игра закончится, и тот, у кого Экскалибур в руке, побеждает, если только у него одновременно еще нет и проклятого меча. А с другой стороны, если у него это есть, побеждают все остальные игроки. Игрок с проклятым мечом проигрывает всегда, но есть еще возможность выиграть второму игроку. Если второй игрок сидит по правую руку от короля, то есть от того, кто получил в итоге Экскалибур, а у него есть меч оруженосца, он тоже выигрывает. Но даже вот в этом моменте можно в игре поиграть. Например, у вас была фишка, которая говорит вам, возьмите 2 из Авалона, а потом верните 2 в Авалон. Я беру вот эти 2, смотрю на свои все фишечки, и 2 другие, или те же самые, возвращаю уже вот в эту часть Авалона. И здесь немножко прибавилось вещей, я тем самым могу немножко продолжить игру, тем самым дать себе шанс получить Экскалибур. Вообще игра очень хитрая, веселая, играется 15 минут, и в этом ее прелесть как раз в том, что у нее очень короткие партии, и как раз за счет того, что партии короткие, этот хаос вас не напрягает, и вы играете в нее скорее как в такую игру для вечеринки, особенно при том, что за игровым столом можно собрать целую толпу народу. Быстренько поиграли, разложили, закончили, кто-то получил меч Экскалибур, вы, возможно, его даже в эту партию и не видели, но могли догадываться, у кого он находится, вам просто не повезло вытянуть его у другого игрока. Но ничего, мы сразу начинаем новую партию, и через 10-15 минут выясняем нового короля. Так что, если вам нравятся игры с красивыми компонентами, и вам хочется себе веселенький пати-гейм, и вам нравятся игры, где нужно читать оппонентов, а не только шлепать карточки, то Экскалибур может вам вполне подойти. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока.